Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. И понеслась. Всем привет! Вы на канале Польза.нет стримы. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с прожаркой с целью сэкономить вам средства. И пока это дело у нас довольно эффективно получается. Повторяю, что если вы собираетесь приобретать какое-то устройство и считаете, что все о нем знаете и не хотите знать ничего больше, лучше мой канал не смотреть. Почему? Потому что здесь, скорее всего, вы найдете аргументы против покупки, чем аргументы за. То же самое касается и смартфона, который мы сегодня с вами будем прожаривать. Надеюсь, вы поставите лайк данному ролику. Почему? Потому что я подобного контента в интернете не встречал. Я не думаю, что есть какие-то производители, кому будет приятно, чтобы их смартфон прожаривался подобным образом, потому что ни один пока, кроме каких-нибудь там IQ, себя достойно не показывал. Опять же, это мое субъективное мнение, вы можете с этим не согласиться. Напоминаю, что меня зовут Саня. Основной канал на YouTube Польза.нет, нас там уже 452 тысячи подписчиков. Сегодня, после прожарки, мы с вами разыграем Poco M6 Pro. Для того, чтобы победить в конкурсе, не обязательно находиться на стриме. Условия все были проговорены мной на Польза стримы канале во время прожарки Xiaomi 14 Ultra. Напоминаю, Польза стрима канал. Польза лайв, точнее. Вот сейчас вы на Польза стрима. И стандартно Xiaomi Mi 5 штук Mi Band 8 мы разыграем тоже за, получается, март месяц. А за апрель я уже буду разыгрывать Poco X6 Pro и за июнь, и за июль. Только единственное, мне их не послали, так что придется мне их покупать. Вот такая вот печаль. Напоминаю, что для того, чтобы участвовать в розыгрыше Poco X6 Pro, необходимо просто подписаться на телеграм-канал скидок, YouTube-канал Польза.нет и в комментариях, либо в прикрепленном, либо в описании своего канала указать ТГ. Я во время розыгрыша проверю, подписаны ли вы на ТГ скидок, и если подписаны, то напишу вам: поздравляю, вы выиграли смартфон. Сразу отвечаю на вопрос, участвуют ли другие страны. Да, к сожалению, для меня. Почему? Потому что дешевле, чем в России, можно только на заводе в Китае украсть. Опять же, это мое субъективное мнение. Красть плохо. Просто из того варианта, где можно дешевле найти. Нигде. И давайте со всеми поздороваюсь. Напоминаю, что формат канала подразумевает только несколько основных вещей. Вещь номер раз. У нас нет политики. Вещь номер два. Я слишком ограничен, чтобы рассуждать по поводу религии. У меня их тоже нет ни мнения по поводу политики, ни по поводу религии. И новостные повестки мы можем рассуждать только поверхностно. Даже по поводу железок, потому что политика канала, пока у меня железки в руках нет, я особо о ней разговаривать не люблю. На заборах много пишут, и все мои 6 лет блогинга подтверждают то, что лучше иметь железку на руках и потом ее протестировать, чем распыляться, рассказывать небылицы и потом обтекать. Вот. Рамзес, Мистер, Милан, Александр, Дима, Дукат, Классик, Архитектор, Мун, Барс, Николай, Джоя, Юрий, Астра, Александр, Universal, спасибо, что напомнил про стрим, хотя я помнил в этот раз. Патриот, Николай, всем огромное спасибо, что пришли, и начнем. Что это такое? Это Samsung A55. То есть это один из самых дешевых смартфонов в линейке Samsung. Понятно, что есть там, по-моему, 14, 35 или 15, 35, скорее всего. Но мы прекрасно помним, что более-менее что-то потребное начинается вот с этой А. До этого был А54 более-менее потребные, А55 по идее должен быть еще более потребный. С точки зрения фотографии, сразу спойлерну, вы можете скачать мои ТГ личной исходники фото, они вас, скорее всего, порадуют. И сейчас я вам сразу скину на ТГ мой личный, чтобы вам не искать, если кто-то смотрит в записи. Можете там вбивать в название Samsung A55 и смотреть. Фоткает он классно. Я в ролике уже неделю, наверное, хожу, буду сравнивать его с Samsung S24, в первую очередь по видео. Почему не с ультра или еще чем-то? Потому что по габаритам мне импонирует больше 24. И по мне с ультра они еще ничего
никак и нигде не допилили. Опять же, те сравнения, что на YouTube я видел, мне кажется, что там не 200 мегапикселей люди используют. Но не будем о грустном, будем мы о хорошем. О чем о хорошем? Вот вы видите смартфон. Найдите первую причину его не купить. Ну, помимо того, что у него металлическая рамка довольно неплохая, у него просто безумно огромные рамки. И сказать, что они огромные, это даже ничего не сказать. Я бы сказал, что они космически огромные. Сейчас я вам покажу, насколько это все печально. 5 секунд. Вот мы включаем, делаем zero, и я пытаюсь измерить вместе с рамкой. Рамка вместе с рамой 4 миллиметра, 4,8 миллиметра. Если я беру какой-нибудь Poco F3, сколько ему лет, все помнят, и измеряю рамку у Poco F3 с рамой 3,36 миллиметра. Давайте без рамы рамку. У Poco 2,26, у Samsung 3,06. То есть на 0,8 миллиметра смартфон на 3 года более свежий, чем Poco F3 на 30%. При том, что стоимость его в долларовом эквиваленте выше, чем когда-то была у Poco F3. Опять же, я не топлю за Poco. Просто у меня один из самых старых смартфонов, какие есть, это Poco F6, F3. И понятно, что сейчас уже выпустят F6. Но ценник у F6, скорее всего, будет такой же, как у Samsung A55. Если говорить про, кстати, S24, я вам сразу скажу, что вот у меня два S24. Один из них на Exynos, один из них на Snap. И я буду сравнивать его с смартфоном, разумеется, на Snap. Почему? Я думаю, что вы и так в курсе. Да, у A55 IP67 я его буду топить, но из интересного здесь еще какие, смотрите, моменты. Здесь Corning Gorilla Glass Victus Plus, и из моих наблюдений, вот я не знаю, сколько я его гоняю, я не считал, но больше недели это точно, он у меня один раз очень жестко падал на асфальт и на нем прямо проехался. Итог ничего, даже царапин нет. Вот даже царапин нет. Я не буду его долбить, потому что у меня финансов просто нет для таких тестов. И мне спасибо мне, что я его купил стандартно. Вот. То есть мне его никто не предоставлял. Предоставляли бы, может быть, я бы его побил бы. Но мне его не предоставляли. Хотя, ага, вот, угол-то я вижу. Вот довыделывался, посмотрите. Неудачник. Это я перевыделывался. То есть углом он ударился, рамка погнулась, но экран не поплыл. Очуметь. А я даже угол не заметил, потому что он прям люто упал. Вот так. Подтверждение. Но экран, повторяюсь, что как будто и не падал, а он падал. Если говорить про зарядку, она печальная, 1,5-2 часа. Разумеется, у меня есть самсунговская зарядка, самсунговский кабель, но это боль. 25 ватт, разумеется, никакой там беспроводной зарядки нет. Если говорить про защиту от влаги, повторяюсь, что буду его топить, буду проверять, но Samsung у меня тонули только флипы. И напоминаю, что там чаще всего есть гарантия. Вот флип бы мне бесплатно бы отремонтировали, если бы я не был дурачком и не полез сам. А так как я полез сам, ремонтировать бесплатно мне его отказались. И в итоге с смартфона в 70 тысяч я остался с кэшем в 15 тысяч. И то неплохо, я считаю. Спасибо Диму, который все это дело реализовал и продал потом. Но хоть что-то, в отличие от ZTE Z60 Ultra, которая в итоге 0. Вот. Если говорить про внешность, большой, серьезный смарт, который очень сильно походит на S24 Plus, который у меня тоже есть, но сейчас я его пока вам показывать и представлять не буду, потому что у меня пока по поводу него мнения нет. Когда мнение у меня по поводу него сформируется, мы с вами с высоты, с кармана вылетел.
Вылетел он из кармана, но я считаю, что это более чем достаточно, учитывая, что опять же я встал, он взлетел. Ну да, он, кстати, взлетел. Но, наверное, с моего роста он упал. Виктор, что, даже IP68 нельзя топить? Я топлю, потому что могу. IP67 можно притапливать, но надеюсь, что это все будет хорошо. У меня такая же беда с часами. На 9X я решила, что больше носить их не буду, по крайней мере, пока. Так что это не один такой в мире. Понятно. С 30-м днем рождения Рунета всех. Хорошо. С 30-м днем рождения. OnePlus 12 вроде как у тебя в обзоре он не переключал модули в 4К 60 FPS, но уже переключает, обнова пришла. Еще раз, у меня обзоры на момент издания обзора. И на момент издания обзора вот что есть, то есть. Там может еще 4К 120 FPS добавят. Хотя, по-моему, там, я уже не помню. Говорю, у меня OnePlus ассоциируются штуковины, которые с флагманами, даже не заявлена защита от влаги IP67. И все. И после этого у меня как шоры, знаете, учитывая ценник. Опять же, у каждого свои приоритеты. С фронталки на основную камеру он все равно как Samsung делать не может, правильно? И вряд ли будет. Так, у Samsung красиво выглядят модули камер. Ну, здесь да. Еще я, кстати, напомню, что я Meizu 21 Pro купил. Pro Plus, нет, по-моему, Pro. И скоро тоже будет обзор на канале. Так вот, этот относительно популярный смартфон чуть-чуть подтормаживает. 600 тысяч баллов в Antutu выдает. Не забывайте, кстати, подписаться на канал. Все, мы зашли. И нет, я не собираюсь играть в первую очередь. Я просто покажу вам яркость, шим по минимуму. Поиграем по 20 минут. И потом разыграем Poco M6 Pro и 5 Mi Band'ов 8 серии. Вот. Что здесь интересного? Вот смотрите. Включаю Antutu. 687 тысяч баллов, 5% он ест, греется вообще ни о чем. То есть 0,7% это считайте 0, 5% поедания это тоже очень мало. И в целом мультитач 10 касаний. Если говорить про память внутреннюю, вы помните, где с внутренней памяти подставили, да? Вспоминаем. OnePlus 12R. OnePlus Ace 3 был UFS 4.0, а OnePlus 12R, которая копия OnePlus S3, Ace 3, они запихали какого-то черта UFS 3.1. Вот. Да, здесь тоже, скорее всего, 3.1, 64 тысячи баллов. Если говорить про Device Info, то ЦП здесь Exynos 8845. К слову, он не тротлит, потому что тротлить здесь нечему. Он очень-очень скромный. Модули камер все видите. Акцентировать на этом внимание смысла нет. Данные в Geekbench, кому необходимо, можете посмотреть. Но, чтобы вы понимали, допустим, по процессору, вот запомнили 4058. Это в GPU, это графический процессор. Но это на уровне все-таки Xiaomi 11T Pro. Но Pixel 6a уже рвет его по полной программе. Если говорить про CPU, то Single Core. Чуть выше, чем Poco F3, мультикор. Ну, на уровне S22, очень даже неплохо. Так, в принципе, что я могу вам рассказать? Вы и так в курсе, что здесь у нас с шимом, что он просто космический. Супер прибором я измерять его сейчас не буду. Вы видите в обзоре вот это вот дело. Или сейчас тоже им же измерить. Мне кажется, что он у меня разряжен. Мне надо... Не, есть, все норм. Сейчас мы на 100% яркости посмотрим на неприятном приборе. Это на 100% яркости шим. Это поверенный прибор. У меня есть на него 2 паспорта. Кто понимает, тот понимает. Замените батарейку. Ну, на 50% успеем мы измерить.
А, это в нуле он. Еще раз. 5 секунд. На 50% сейчас измерим, и все. Это он рефлексное значение 0 берет. Я затемняю. Теперь 50%. Шим 52%. И пока он не умер окончательно, замените батарейку. В топку. Еще разок. Я думаю, успею. Не так и много ему надо. Мне просто интересно, сколько он на нуле шим покажет. 82,3, 100, 100% шим на нуле. Ну, в принципе, так же, как показывает Radex, вроде бы. Сейчас проверим. Нет. Вот Radex как показывает. Ох ты, ёшки. А что с ними происходит? Не понял. Radex везде показывает люкса. 392%. Он очумел, короче. Ладно. Извините за мой французский. За короче и все остальное. Ну, давайте включить яркость. Адаптивную не надо. И вот он на 100%, 48%. Ну, то есть плюс-минус те же данные. И единственное, хочется люксы проверить, в принципе. То есть 600 люксов, яркость экрана. Как-то скромно, да? Очень скромно. Очень скромно по люксам яркость экрана, но, как говорится, это их право. И ничего не удивительного в этом нет. Приборы не выдерживают. Да, они стесняются. Я OnePlus брал за 59 тысяч. Какой именно OnePlus вы брали за 59 тысяч? Это знаете, как очень мне нравится, когда люди рассказывают. Я вот баллы использовал. Так ты мог баллы использовать на S23+, на Xiaomi 14 Ultra, на iPhone 15 Pro, 15 Pro Max. В общем, это отдельная история и отдельный рассказ по поводу того, как он кружки пишет. Вы можете посмотреть у меня в обзоре. И я напоминаю, просто 12 ночи уже. Я, как всегда, стримлю. Для вас комфортно, для себя не очень. А чего он так шумит жутко? Валенс, это не ко мне, а, наверное, к представителям, кто его у нас продает, правильно? И кто его, опять же, на что все уповают? На то, что американские, европейские блогеры это дело не проверяют, и шим это все выдумка, но люди, которые пытаются самсунгами пользоваться, я говорю, ну как бы уже идиотов, мне кажется, нет. Дурачков, ладно. Есть вещи объективно вредные, есть вещи, на которые ты обращаешь внимание, и все. Если не пользоваться, то обращать внимание не будешь. Давайте еще какие-нибудь вещи я вам покажу из интересного. Если говорить про звук, то здесь у нас стерео, ну такое разнонаправленное, знаете. Не скажешь, что и полуторка, но, в общем, я это называю полуторкой. Можно вибрацию настраивать, активность. И это хорошо. Кстати, неплохая вибрация. Не скажу, что плохая. Дальше. По поводу дисплея. Плавность движений. Стандартная и адаптивная 60 Гц. Если говорить про тайм-аут, здесь максимум 10 минут у экрана. И здесь я не видел, можно чувствительность менять. АОТ здесь у нас всегда можно выставить. Вспоминаем Xiaomi, у которых не на все модели можно так делать. Скорость камеры и серийную съемку. Вместо того, чтобы говорить, кто-то обещал, я как написал? Я написал, приходите, я вам покажу. Правильно? Значит, смотрите, на 50 мегапикселях серийную съемку включать нельзя. Вот. Если говорить про несерийную, так, это видео. Чтобы выполнить серийную съемку или создать GIF-файл, поведите
А, вот она. Ну, норм. Максимум 30 фотографий. Вот смотрите. Вы удовлетворены? Напишите, пожалуйста. Говоришь, по температуре все окей, покажи, пожалуйста. Вы имеете в виду Geekbench? Ну, давайте два раза я прогоню. Только не буду 3 раза бенчмарк проводить, потому что, я говорю, здесь нечему греться. Нечему. Опять же, мы это увидим, когда я буду гонять в Геншине. Геншин у меня скачан. Вот. Если есть какие-то еще вопросы, идеи, говорите. Шим выдумка полнейшая. Максим, хорошо, удачных вам продаж самсунгов. Мистер, ну, мы же помним, что на телеграм-каналы, на ютьюбе очень много продавцов, и это абсолютно нормально. Я всем очень рад. В основном они, я так подозреваю, меня и смотрят постоянно. Но вы держите в уме, что ваш личный опыт, он важнее, чем что я скажу, и тем более напишут в комментах. Опять же, будете к этому делу более критично относиться, потому что everybody lies. То есть, конечно же, всем хочется, чтобы все было хорошо. Так, стоп. Да что ж такое? 5 секунд. Все, сейчас все выставлю. Еще раз, я не замечал, чтобы А55 грелся. Ни при съемке фото, ни при видео. Александр Шурин, пожалуйста. Да ты что, издеваешься? Анимашки как бы... Уже обзоров было на А55 море. Ты не смотрел, как работают анимашки на сворачивании нескольких приложений? Ну, сейчас увидишь. Обычно такие вопросы задают люди, которые абсолютно бесконечно не планируют приобретать устройство. Но идея норм. Если вам это важно, для этого я стримы провожу, повторяюсь. Насколько бы у меня не был сейчас абсолютно неадекватный уровень сарказма, я безумно благодарен всем, кто пришел. Продаете ли вы, либо просто издеваетесь надо мной, неважно. Я просто безумно рад, что вы поддерживаете мой контент, и мне эта тема интересна с прожарками. Я считаю, что каждый смартфон, который существует на рынке, должен таким образом проходить такую экзекуцию, потому что все эти магические рассказы на обзорах про то, как круто что-то. О, не шутя. Сейчас, извините. Это просто день. Сегодня мне прилетел донейшн. 5 секунд. Не, я шучу, по-моему, в прошлый раз тоже донаты были. Заметьте, плюс мне в карму. Сколько стрим идет? Полчаса. Я даже про него не вспомнил. Но подписывайтесь на канал с колоколом, ставьте лайк, и, разумеется, подписывайтесь на ТГ скидок. Завтра будет Xiaomi Fest. Вот. И, может быть, что-то будет интересное. И завтра я, скорее всего, выгружу как раз сравнение этого смарта. Но не факт. Наверное, я выгружу Samsung A55. Ой, не Samsung, Samsung Galaxy Fit. Так, не тот donation. И, упс, Сингин Performance. Не хочет он меня пускать, чтобы я прочитал ваш комментарий. Нет. Там проблема на платформе. Подождите. Все равно он гоняется. Главное не потерять вспышку, когда он первый раз прогонит его. Он долго так гонять будет вообще этот Antutu на этом процессоре бедном. Ага. Короче, не хочет он. Извините, пожалуйста. Сейчас попробую здесь. Donation alerts. Терпим. Так, камеры самсунговские или от Sony? Ну, сейчас увидите. Мы же для этого и собрались.
Вы про сенсоры? Так, аноним. Саня, хочу купить себе с eSIM часы NFC. MirPay, понятно, что с костылями. Выбор Huawei Watch 4 Pro или Samsung Watch 6 Classic. Менее проблемно будут часы твоего бренда смартфона. Так, я бы выбрал Huawei к чему угодно. Но тут вкусовщина, потому что и то, и другое имеет свои проблемы. Но я бы сейчас не брал бы Samsung. Наверное, бы взял Huawei. С этим Samsung Pay я понимаю, как с телефоном, а с часами, если у тебя не самсунговский смарт. Это такой вопрос еще. Не картина маслом, но вопрос открытый прям совсем. Сейчас 5 секунд я запостю. Так, если не ошибаюсь, основной модуль 700-700. Steam, мне кажется, что если вы еще раз вспомните эту площадку, я забаню вас. Сколько А55 стоить должен адекватно? Я не могу вам сказать, потому что это SAMS. Наверное, 34 тысячи это нормальная цена, но потому что мы в новой реальности, плюс 15% таможни свыше 20 тысяч рублей. И да, 35 тысяч это хороший ценник. Я могу вам рассказывать про медленную зарядку, про шимный экран, про огромные рамки. Но объективно он снимает нереально круто в плане фото. 4К 30 FPS у него тоже довольно неплохие. Balance Ruta. Вы спрашиваете про гейзерную кофеварку. Это гейзерная кофеварка. Их очень много разных бывает. Но у нас есть несколько подписчиков, которые очень часто вспоминают, что гейзерная кофеварка это очень вредно для здоровья, так как есть там пищевой алюминий, и вы вроде бы им питаетесь. Я не знаю, я уже свое отжил, я не особо беспокоюсь, говорю. Единственное, я не курю, не пью, но кофе потребляю просто галлонами, поэтому если у меня не выйдет обзор очередной раз, знайте что, знаете все. Напоминаю, что на канале Польза.нет обзоры каждый день. На 1 терабайт какой телефон можно купить с качественной видеозаписью? Саня, а какой конкурент у этого смартфона по автономности? Я не знаю, какая еще у него автономность. Мы сейчас будем тестировать с вами. Вообще очень много. Нет, Дмитрий, с качественной видеозаписью. Я не знаю, что... Вот эта фраза «качественная видеозапись». У меня в каждом обзоре все ругаются, что обзор занимает 40 минут-час, потому что там очень много видео и видеосравнений. Удосужьтесь посмотреть, пожалуйста. Потому что вы потом ко мне прибежите и скажете, что я купил на терабайтник Realme, но он как-то плохо снимает. Не знал, что у тебя есть канал для стримов на YouTube, Юрий. Теперь вы в курсе, не забудьте прожать лайк. Можно как-то перепрошить американский Samsung? Вообще понятия не имею, даже не хочу туда лезть. Вот поэтому у меня на снэпе S24 под этим смартфоном и лежит, и я не знаю, чего с ним делать. Когда у меня руки дойдут до него, но я перепрошивать точно Samsung не советую. Шурин, хватит. Остановитесь, Александр. Саня, какую GoPro лучше взять для любительской съемки? Любую. Вот у меня 9, потому что 11 я утопил. И 9 вам хватит за глаза и за уши вообще. Кстати, на нее иногда стримлю. И до сих пор мне Universal, ты мне обещал скинуть примеры для прожарок этой вебки, не вебки. У меня вебка это Sony ZV-10E. А получается, карта захвата только одна. Кстати, купил DJI, микрофон белый, чтобы в обзорах было норм. Но, я обезьянка, потому что с моей DJI первой версии это дело не работает. Вот так вот. Надо будет покупать DJI 2. Сейчас надо будет смотреть, когда у них там распродажа на Али. Что делать с Самсом? Просто он куплен для отца, он с английским не очень дружит.
Ксерон, я не знаю. Спросите у того, кто вам советовал его купить. Ну, то есть, как бы был же человек, после которого вы решили его покупать. Саня, донат не долетел, что-то ключил Donation Alerts. Нет, вот что долетело, я все прочитал. Есть Барс. Все, нашел. Антон Дедловский, огромное спасибо. Саня, по автономности есть конкурент у этого смарта? Уже ответил, кстати. Барс, огромное спасибо. Значит, возьмем Huawei Watch 4 Pro. У меня смарт OnePlus Ace 2 Pro и часов, к сожалению, с eSIM на Palace нет. Барс, ну вот, да, так. Так, скорее всего. Потому что, говорю, Самсы вот с этой темой, с блокировкой, я не знаю, как это на часах отразилось. У кого есть Самсы и часы? Кто может рассказать, как отразилось то, что у нас у Samsung великолепным образом Samsung Pay? Или не у всех отвалился Samsung Pay? Вроде у всех. Макс, а вот теперь вы столкнулись с вопросом, у вас есть флагманские смартфоны, вы не знаете, где флагманские часы к iQOO 12 купить. Не знаю. У iQOO есть вроде часы. Татьяна Афонина, добрый вечер. Приложение, я не знаю, я знаю, что не работает на Самсе сейчас эти Samsung Pay. У кого-то. У кого-то не отвалился по отзывам. До завтрашнего дня разберусь. Скинул же 2 карты. Я не видел. Или это было те давно? Или я как-то потерялся? Извини, пожалуйста, Universal. Ну вот, Барс, да, наверное, один донат долетел. Ничего. На старом моем S8 Plus отвалился. Ну, тут неважно, Астра. И МРП отвалился. На 54-м работает, видите? Жо, это он у меня не греется. Вот с чего тут? Он, ничего ж себе. Ну, сейчас проверите. Да, чуть-чуть начал. Проблемы хваленых iQOO. Проблемы хваленых iQOO, да, но опять же, люди, которые экономят, но они не собираются ультра покупать. А если собираются ультра, то они покупают последние айфоны, правильно? А если собираются последние, ну, как бы, это, или это какой-то особый тип извращения. Типа, ты сэкономил на смарте, но решил за полтинник там или за 80 или за 90 штук покупать часы. Но я не понимаю этого тогда. Вы меня простите. На Realme GT 5 Pro он мне очень зашел. Не выдержал, заказал его. Хорошо, Юрий. Надеюсь, что он вам зайдет. Я лучше возьму Xiaomi 13T, если он Global говоришь. Ну да. Да, это ценник Xiaomi 13T. Валенс, да. Особенно, когда ты пойдешь потом покупать вместо, если у тебя есть Samsung телефон, ты можешь Samsung ноутбук даже купить, Samsung телевизор. И все это будет одна экосистема. И у наушники у них хорошие часы. А если ты купишь iQOO, где ты ноут, телек купишь их? У iQOO наушников не так и много, кстати. 13T уже стал мемом в твоем чате, так же, как iQOO Neo 9, да? А мне, кстати, кто-то говорил, что я топил против Neo 9. Или против чего это? Я так и не понял. Если честно, мне все время какую-то новую Америку открывают. Так, что взять за 40 тысяч? Vivo, iQOO Neo 9, 9 Pro. Мистер, это вам решать. У меня топы есть на канале, посмотрите. Виктор Чо, она на пользу лайв, скорее всего. Там в PUBG New State мы гоняли его. По-любому. Но смотрите, вот так более репрезентативно. Это получается, что включаешь в онлайне, и все, как говорится, встает на свои места. Я считаю, что я в этом смысле YouTube делаю одолжение, потому что ни у каких блогеров, которые там Red Magic, допустим, в морозилке гоняли, а потом их продавать пытались, не будет возможности наигорить народ, потому что народ может прийти и посмотреть, что в онлайне же делали, как так, и все. S24 Ultra сейчас есть смысл брать? S23 Ultra. Видите, даже Суржа. Даже прочитал S24 Ultra. Нет. Наверное, нет. Не знаю, за какие цены, для чего. Там у меня миллиард сразу вопросов. Купил iQOO, свинка Пеппа преследует меня на экране разблокировки. Что я думаю о ноутах Redmi и Xiaomi? Я думаю, что вы увидите скоро 2 обзора на
Redmi Note и на Xiaomi. Я хотел человеку... 20 лет назад. Не-не-не. Я понял, мистер. Это вы человеку отвечали. Так вы пишите, кому вы пишете, мистер Л. Если вы бы написали кому-то, там, Дима, такой-то ответ. Дальше хожу с 14 яблока, чего-то там. Это сложно. Я сейчас вам скажу, на 15 Pro переходите. Хожу с 14 яблоком. Часы от них не хочу. Нет желания заряжать каждый день. Но норм по качеству и цене будет к Apple в диапазоне 20 тысяч. Потому что знаю, что часть функций может... SE2. SE. О, смотрите-ка. 2 градуса, но 711 тысяч. И второй прогон пошел. Кто хотел температуру посмотреть, я думаю, если что, поставит на паузу. Правильно? Надеюсь, ответил, но вот так, мое мнение. Я 4-й год пользуюсь Xiaomi 10T, вполне нормально работает. Ну, давайте не 4... Xiaomi 10T, я с OnePlus 10T перепутал. Хорошо. Dead Boss. Все идем покупать Xiaomi 10T. Я уже 3 недели жду свой 12R. Я уже 3 недели жду, что мне просто отправят свой Poco X6 Pro для розыгрышей. Просьба будет в обзоре на A55. Озвучь, пожалуйста, можно ли в 1080p 60 fps переключаться между модулями камер. Не шутя. Давайте я сейчас проверю. После этого вы не уходите, Александр. Напишите еще раз. И мы это все дело проверим в онлайне. Вы же пришли на стрим, и я должен вас уважить. Да и не уважить, я для этого стримы провожу, для того, чтобы люди могли прийти и спросить какие-нибудь специфические вопросы, которые я в обзоре не буду обозревать. Яркие, вы понимаете, что продается не ликвид. Вы если купите 13 ультра, куда вы его потом денете? Это как тема со скидыванием была Xiaomi 11 за 16 тысяч. Ну, это круто, круто. Но ты, получается, сразу покупаешь смарт с нулевой стоимостью. Потому что ты его не продашь потом. Ну, то есть ты сможешь его, может, продать на Авито, если тебе пошлют там за 18, за 19 тысяч. Но вероятность продать его нулевая, ну, очень минимальная. И здесь будет ошибка выжившего. Пару человек продадут и все. Жду, не ухожу. Пожалуйста. Что с мопедом? Оживил. Да, Виктор, почему у меня стрим на 1 день позже, чем я и обещал? Все очень просто. У меня сначала аккумулятор помер на моем Ямахе. Получается, X-Max. Он 300-кубовый. Вот. И в ремонтной мастерской с 2 до 4 ночи довольно колхозно его разбирали, хотя там он разбирается 2 секунды. А после того, как зарядили мне аккумулятор, сказали, мне его надо менять, у меня вышло 2 ошибки. Ошибка на двигло и ошибка на АБС. Ну и как вы понимаете, когда у тебя байк стоит чуть-чуть дороже, чем 500 000, тебе не хочется кататься на движке, который может крякнуться. Я потом долго катал и в субботу искал, где мне можно пройти диагностику. Надо мной посмеялись, сказали, что где я нашел место ночью, что у меня так сняли аккумулятор и сняли ошибки. Все у меня теперь хорошо. Что у тебя за Samsung лежит в зеленом чехле? Это Samsung S24 на Exynos, это Samsung... нет, вот это на... Да, это на Snap Samsung S24, это на Exynos. Что с ценами-то? Вообще все подорожало, и смартфоны куда-то пропали. Распродажи помогут? Кишечник. Первое, смотрим, что было на Тайване. И, скорее всего, это будет повторяться. Но не факт. Я, опять же, не люблю новости. Я никогда не угадываю ничего. Вообще никогда. То есть я в этом смысле просто клинический идиот. И, короче, первое, повысили таможню. Второе, есть определенные ожидания, если вы на территории Российской Федерации. И третье, у Тайваня, возможно, будут перебои с чипами. И поэтому электроника не просто будет дорогая, она просто будет в дефиците. И, скорее всего, продавцы это примерно дело подсчитывают. У них-то были... Да, не забываем прожать лайк. Всем огромное спасибо, что пришли. Ну вот, допустим, я тоже не выкладываю до сих пор свои телефоны на продажу. Вот. А у меня их, как вы понимаете, много.
Вот вам и ответ, наверное. Я могу сказать, что я не понимаю почему, но я понимаю почему. Рок 8, он слишком сырой, как для Азусов. И потому что, да, очень много смартфонов, которые тебе не высылают. Я сейчас проверю, кстати, что мне не выслали. Потому что мне, по-моему, до сих пор с позапрошлой распродажи, не с прошлой, с позапрошлой мне не выслали несколько смартов. И... Так, ну у меня остался только Honor 100 Pro. Только Honor 100 Pro. Все остальные отправили. И если вам нравится подобного рода контент, я сейчас разгонюсь опять, и будет его очень много. Почем продаж Xiaomi 14 Ultra? Валенс, вы об этом не узнаете. Поживем, увидим, люди без паники. Биг Сама, конечно, да, пока нет метеорита и никаких, и никаких фоллаутов, все хорошо. Я же не накидываю. Я тебе просто говорю, что бизнес, в котором я нахожусь, о котором я никогда вам не буду рассказывать, он в панике. Ну, не в панике, а в состоянии ожидания. И поэтому у многих моих знакомых стало сейчас не хватать очень много рабочих. Дефицит сотни. И причин здесь очень много. И когда ты все это накидываешь и складываешь, то получается, да, ожидание. Когда негативное ожидание у бизнеса, лучше товар придержать, потому что спрос никуда не денется. Все равно будут смарты покупать. Кстати, Honor 100 Pro, очень крут. Наверное, крут, но я не знаю. Почему? Потому что мне его не послали до сих пор. Вот. Пять секунд. Все равно он еще жарится. Нет. Что нет? А зачем тебе он? Тебе китайский или глобальный? А ты думаешь, что я его дешевле отдаю? Я говорю, вот лучше не спрашивайте у меня. Я же обычно, я идиот, что ли, чтобы продавать все дешево. Дефицит в людях везде, Саня, у нас вообще засада. А Big Sam нет. Нет. Ну, везде в плане, не во всех странах дефицит в людях. Вот, и все. Просто сейчас у моих знакомых в бизнесе в России дефицит людей очень сильно увеличился. И поэтому много разных вещей стоит. Почему в болталке админы банят просто так? Ростислав, это вам кажется, что они админы банят просто так, а по факту, еще раз повторяю, что никакие соцсети я не заинтересован разгонять, а по мне они должны расти, ну, кроме телеги скидок, окей. Потому что там, в принципе, нет никаких обсуждений, которые невозможно контролировать. Когда у тебя много людей, ты должен контролировать эти много людей, что говорят и пишут. И все. Я трубку купил недавно. Отлично. Хоноры по мне как чуть-чуть дорогие. Нереально дорогие. Так, как в целом смарт? Я про РФ. Big Sama, как понять, как смарт в РФ? Я не знаю. Обзор будет завтра. Сегодня мы пока просто в целом прожариваем его и смотрим, насколько он хорош в плане стабильности. О, да, действительно, почти ровное количество лайков. В плане ровное к чему? Просто так никого не банят. Да, вам кажется, что, опять же, заинтересованные люди придут с другого аккаунта. Не забываем прожать лайк за труды. Огромное спасибо всем, кто пришел. Да, это Samsung A55. Прожарки всегда долгие и мучительные, но, повторяюсь, это же не обзоры вам для того, чтобы картинка динамично переливалась
И, как правильно говорят, вопросы очень часто одни и те же. Это если раз в 3 месяца делать стримы, вопросы будут разные. Разумеется, железки сейчас одни и те же, проблемы у всех одни и те же, и актуальные вещи, какие там Samsung Pay отвалился, вот у кого-то не отвалился, Mir Pay у кого-то на Samsung отвалился, у кого-то нет. И плюс-минус одно и то же. Рассуждать, что там все плохо, я не буду. Можно? Вот что есть на данный момент, то есть, и так мы и танцуем с вами от этого. Какой лучший смартфон до 70 тысяч рублей? У меня топ-10 смартфонов на канале. Напоминаю, меня зовут Саня, основной канал Польза.нет. Если вы ознакомитесь с результатами моего труда в количестве там несколько сотен, ну, по факту там несколько тысяч обзоров, то там есть обзоры на смартфоны и даже есть топы для тех, кому лень. Я про байк прослушал, но я оставлю. Почему на заставке Нубия? На какой заставке Нубия, Никита? Я не понял. На какой заставке у нас Нубия? С вами все в порядке? На 100% заряда Александр Шурин начался стрим, но мы помним, что я там качал Диабло до конца. Вот. Прожарки не было у тебя на Poco F5? Не было. Я еще раз повторяюсь, Юрий, вот сейчас я просто оцениваю, есть ли смысл в этом контенте, будут ли его люди смотреть, какие будут реакции. Если вам там не лень будет, чтобы я продолжал после стрима, дождитесь 5 секунд, пока обработается, и напишите, какая на превью Nubia. Я не понял, у меня на превью Samsung A55. У меня нет. Как ты там уже не Самс? Я не менял заставку. Не-не-не-не-не. Я не знаю, на какой заставке у вас Nubia, но у меня здесь Samsung A54 на заставке. Я тоже видел Nubia. Ну, может быть, это сам с YouTube глючит, или, может, какие-то фильтры работают. Куда отправить скрин? Валенс. Ну, а что я могу сделать? Вот смотри, ты можешь зайти в телегу скидок и посмотреть. Там Samsung A55 везде. В ТГ на заставке реально была Nubia. В каком ТГ? Везде А54. Вот в какие я ТГ не смотрю свои. Ну, мне кажется, издеваетесь. Признавайтесь. Exynos греется как печка? Вроде да, но мы сейчас увидим. Но пока я не вижу этого. Вот смотрите, для примера. Мы идем во второй прогон, 94%. Было 600 люксов, стало больше даже. Было 590. 630 люксов. Он даже яркость не сбросил за 2 прогона. Что-то знает YouTube про Nubia. Ну, может быть, что-то знает. Огромное спасибо, повторяюсь, всем, кто приходит на подобные штуки. Я считаю, отношусь к этому, как когда-то на службе, там, в курилке, в баню мы приходили по пятницам пообщаться. Вот единственная тема очень мало для разговоров, такие, чтобы потом не огребсти. Но мы можем говорить про железки. И завуалированно немного про жизнь. В принципе, все люди, кто взрослые, те понимают, как говорить правильно. Это когда, знаете, как ну, раньше, я уверен, что сейчас намного все сложнее, но раньше те, кто понимают, что такое УПК, есть состав преступления, и главное, правильные слова не говорить. То есть, если тебе там говорят,
Не буду я этого говорить. В общем, не говорить, изучайте Уголовно-процессуальный кодекс, и если вы думаете, как общаться с любыми силовыми структурами, не используйте некоторые слова. Вот. Наверное, правильно так. Вайб стрима кайфовый. Ксерон, надеюсь, что да. И к чему это все? Ну, ладно, маленький пример. Это вот не сегодня. Просто у тебя спрашивают, ты отказываешься выполнить приказ? Никогда нельзя было в мое время отвечать «да», потому что это уже состав преступления. Притом неважно какой. Вот. И это статья. Это признаки преступления, те, кто понимают. И вот такие вещи я просто перекладываю на жизнь обычную. Никогда не надо конфликтовать ни с кем и говорить лишние слова, если этот человек обладает какой-то властью. Вот. И вот так же мы делаем на стриме. Мы стараемся выбирать слова, хотя все прекрасно понимают и осознают. И по поводу железок тоже. Но вот что от Samsung хотите? Металлическую рамку сделали, огромные рамки экрана, еще и подбородок. Кстати, подбородок здесь еще больше, чем сам смартфон, чем верхняя часть. То есть мы там видели 4 миллиметра, а здесь у нас почти 5. Очуметь. Как огрести, если ты в другой цивилизованной стране? Поверьте мне, во всех цивилизованных странах можно огрести так, что ты очумеешь. И в вашей цивилизованной, и в нашей, и во всех других, в которых я был, можно огрести еще больше и за меньшее. Здесь погуглите, допустим, я в Эмираты, когда летал, буквально 2 недели назад, я почитал их законы. Я не знаю, какие там суицидники живут, но там просто в один момент может все поменяться так, что ты просто будешь закопан в песок, и бежать тебе даже будет некуда. Королевство. Вот. В истории, посмотрев картинки Снуби, извините, пожалуйста. Хорошо там, где нас нет, а в вашем понимании хорошо там, где вы. Это хорошо. Но в моем понимании хорошо там, где меня нет. Сейчас, во всяком случае. Так, 704 тысячи баллов и... Температура 33-38. Разумеется, у меня работает кондиционер. Я к этому делу привыкаю, чтобы делать... Ну, сейчас реально не очень холодно, потому что я его периодически выключаю. И 86% заряда. Насколько это все плохо? Вот анимации вам, да, закрыть все надо. Сразу, закрыть все. Притом еще был Immortals в фоне. Вообще неплохо. Сейчас я 20 минут поиграю в Immortals. Что-то у нас политика. Бигсама, какая к черту политика, если я рассказываю про УПК и УК? УК и УПК – это уголовно-процессуальный кодекс и уголовный кодекс, и плюс-минус право везде одинаковое. Почему я об этом говорю? Потому что у меня в Турции изъяли 10 смартфонов и должны были завести уголовку, как чувака, который является этим. Притом они были все вскрыты с информацией, и фактически они были средством производства. И уголовку в итоге не завели, смартфоны потеряли, но вот тогда я столкнулся очередной раз с тем, что лучше лишнее не говорить. Это раз. Патриот, но вот когда вы там съездите, тогда вы мне и рассказываете, что это не про деньги, не про цивилизацию, там тоже цивилизация. 700 с лишним тысяч. Так к чему это все? К тому, что когда мы обсуждаем подобные вещи, мы обсуждаем в первую очередь жизненный опыт. Вы же пришли сюда для чего? Так вы можете просто обзор посмотреть, результаты я расскажу в нем, как всегда, у прожарки, и все. Биг Сама, никакой политики. А уголовно-процессуальный кодекс, уголовный кодекс, к чему это все? К тому, что в Турции там вообще черт ногу словит, ну, вот у нас структурировано все хотя бы. У них вообще непонятно, ну, мне непонятный закон. То есть реально нужны в Турции, в Эмиратах юристы, и ты не просто не скачаешь. У нас можно сказать, скачать УК, административный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс. Ты более-менее поймешь, что и как. А у них нет. Вот и все. Помоги купить MSFIT Stratos 3. А как я тебе помогу? Я в тебя верю, я могу так сказать. Это достаточно будет для помощи? Так, мои герои. И что мы хотим? Мы хотим только побегать. И все. Саня, будто папа на путь истинный наставляет сейчас. Не, Валенс, ну это знаете, как я сейчас перед все равно 15 минут стримом скажу. Вот у меня отец сказал, что я сделал все для того, чтобы у тебя не было за плечами родителя с какой-то там с уголовным прошлым.
И, ну, те, кто живут в какой-то либо из стран, прекрасно понимают, что для политики, для карьеры, допустим, я был 20 лет силовиком, для того, чтобы поступить в какие-то структуры, да, при больших деньгах и знакомствах можно, но желательно иметь чистое прошлое у своих родственников. Ну и, соответственно, вы сейчас ответственны за себя и в будущем за своих детей и внуков. Поэтому я делюсь тем, что вот на стриме, чем могу делиться, и это относится, кстати, и к смартфонам тоже. То есть, допустим, если вы посмотрите, ну, ни в коем случае чужие вещи нельзя брать. Говорю, ну, как завод отожмешь, все будет хорошо, мешок картошки присядешь. И это абсолютно нормально. Ну, как бы это реальность, и везде, к сожалению. И говоря о железках, вот моя история. Чувак-блогер летит в Турцию, 10 смартфонов, заводится, ну, не завелась, но должна была завестись уголовка. Все. Вардьер, я. Если что, меня зовут Саня, канал Польза.нет. Я в YouTube пришел не как бы по фану. И вот мы сейчас в YouTube вместе. Видите? Так, к чему это все? К тому, что пора идти со двора, показывать вам заряд аккумулятора 85% и включать секундомер. Правильно? А55 видео на фронталке. Все. Понеслась. Как он в 4К 60, в 4К на фронталке он пишет видео. Смотри. Сейчас покажу. Там у меня спрашивали про видеозапись. 4К 30 FPS. Ой, точнее, да, 4К 30 FPS на фронталке есть, при том, что Full HD 30 FPS. У меня спрашивали про модули камер для переключения в 4К, в 1080p 60 FPS. Хорошо, вы напомнили про камеры. Нет, нет. В 4К, в 1080p нету этой возможности, получается, в 4К 30 FPS он переключает. Очень интересные дела. Притом разумнее бы было ему переключаться, да, в 4К в 1080p 30 FPS. Валенс, в каком месте я серьезный? То, что я не матом не ругаюсь на людях. Нет, я просто наругался за свою жизнь матом. И в чем серьезность? Ну, это как, от чего, понимаете, ушки закрыли, с смеечками и с прибаутками впаривают товары. А когда тебе серьезно что-то рассказывают, это как бы на фане не идет. И, ну вот, я считаю, что это максимально такая подача. Железка стоит, как у некоторых зарплата, к ней должно быть соответствующее отношение. Опять же. Так, понеслась. 85%. Единственное, нам надо выставить. Нам, кстати, надо было бы герцовку выставить. Да? Так, график 60 FPS. Ага. 60 FPS нельзя здесь. Высокое и разрешение, резкость изображения мы повысили. Так, еще раз. 84%. Запоминаем. Понеслась 20 минут. 20 минут веселья. Ты неуверенно говоришь и серьезно. Ну, не бывает идеальной подачи, я же повторяюсь. И хорошо, что, наверное, ее и не бывает. Потому что если была, было бы не так интересно. Вопрос просто-напросто в том, как кто относится к деньгам. Я отношусь к деньгам крайне уважительно. Я считаю, что их надо зарабатывать, чтобы потом тратить на себя, свою семью и свои удовольствия. Но бездумно их тратить не стоит. Покупки железок чаще всего бывают, если люди не смотрят правильные обзоры, абсолютно бездумно. И выкинуть одновременно там те же 35, 30, 100 тысяч рублей, и потом еще и мучиться, самое интересное, это не особо умно. Это раз, а два, иметь хобби, не покупки рейндж-роверов, которые вы будете постоянно ремонтировать, да, не BMW, от которых вы будете плакать от стоимости, а какие-нибудь смартики, часы, планшеты, это довольно экономно. Опять же, это мое субъективное мнение, плюс вы это все дело еще и можете продавать потом. А те, кто можно что-то коллекционировать, но опять же будем помнить, что эти коллекции все довольно специфичные, и не всегда ты можешь выйти удачно в кэш потом. Я не скажу, что сэкономить, я помогаю, говорю, в моем понимании не тратить там, где не стоит тратить.
Или вот опять же, ну вот ты смотришь, допустим, у тебя твой смартфон устраивает, и ты такой насмотрелся рекламы, я хочу вот новый. А зачем он тебе нужен, если он плюс-минус даст тебе то же самое, правильно? Вот. И комьюнити у нас серьезное, за что всем огромное спасибо. Продавать самса за 150 это вообще жесть. Как у людей зарплата по 100. Но опять же, у людей, у кого это? Вот знаете, а кто ипотеки берет, а кто там кредиты эти космические? Кто на этих машинах ездит новых по дорогам? Ну, частично больше половины стрима, поверьте мне, вот именно эти люди. Как Брабус стал стоить там 50 миллионов. Ну а сколько он до этого? 30 стоил. Кто по поводу этого переживает? У кого было до этого 30 мультов? Их особо сильно жалко? Нет. Ну, есть какие-то вещи, которые до подорожания каких-то вещей покупал и буду покупать, потому что это моя потребность. И то, что все дорожает, повторяю, что я считаю, что и любой экономист вам скажет, 2 года пандемии, они прям конкретно отразились на заливаловом денег всего мира. И вот эти вот откаты, они будут еще, мне кажется, не 1 год. Не считая остальных банкетов, но это тоже... Опять же, когда такая штука была, чтобы люди на 2 года заперлись все? Я не помню, чтобы такое было в мире. Про статистику. Так, никогда не пользовался Самсунгами. Решил попробовать что к чему. Ну, неплохо. Sharp Quaros Sense 8 нет. Учитывая, что вы сказали мне название, из него я знаю только Sharp, я понимаю, что этот смарт я не продам потом, потому что я у перекупа шарпов видел море, и они все лежат. И ввиду того, что они все лежат, я делаю для себя вывод. Окей, я куплю этот смартфон, сделаю на него обзор, а дальше я просто выкину эту стоимость в окно, потому что я его не продам вообще. Mortal Kombat слегка теплый. Ну, Mortal Kombat ест прям космос. Нет? Ну, пока все в порядке. Спасибо зарядке. И вот сразу видно не местный. Вардьер. Вы откуда? Скажите честно, вы в курсе, что основной канал Пользы.нет? Кислород, оболочка. Видите, миллиард вопросов одни. Ну, на этом стриме, ладно, не спрашивали. И вопросы еще. Так, понеслась. Так, куда потом бежать? 32, все, успеваю. Вот, еще типок там. 42, отлично. Или это какой-то, наверное, босс? Если это босс, то тогда да, тогда убийств у меня не появится больше. Нет, это не босс. Зашибись. Мне кажется, рекорд поставлю по убийствам в онлайне. Да, все. Так, и 14 ультра. Что 14 ультра по фоточасти? Я не скажу. Сейчас 14 S24 Ultra, Oppo Find X7 Ultra. 14 Ultra, конечно, крутой. Крутой он. Скачайте исходники, посмотрите из того, из другого смартфона. У меня их там по 5 сотен. Я говорю, я делаю много фотографий. Я хожу с этими смартами, я их мучаю. Если бы, наверное, и даже не только я их мучаю по фоткам. То есть я еще прошу людей, чтобы они тоже ходили помимо меня. То есть если видео делаю только я, то с фотками я с начинающими фотографами сотрудничаю. Я думаю, что вы уже заметили. Там у меня и фотографии с Бали есть, много откуда. Но мне кажется, что классно, что есть возможность у меня замутить много разных фотографий, правильно? Согласны ли вы? Так, надеть перенос. Так, и здесь все можно разбирать. Раз, два.
Ну все уже. Все разобрали. Все собрали, разобрали. Ардюи у меня есть, еще раз повторяюсь, в команде Игорь, оператор. Мы работаем уже 3 года. И можно сказать, что канал, ну не можно сказать, канал наш общий. Вот и все. Вы не беспокойтесь, у него музыкальное образование. Но теперь вы забанены. Гейминг то же самое. И пробуем еще раз, да? Не забываем прожать лайк. У Samsung мне нравится, вот супруга только самсунгами пользуется, другие не признает. Хорошо. Получить еще... я не могу купить. Ну все. Можно без глифа зайти. Что у нас? Уже 8 минут. Но я не вижу, чтобы он яркость сбросил. Игра все равно ест прилично, пусть даже и 30 FPS возможно только выставить. И 700 тысяч баллов в Antutu это не мало. Вот 600 тысяч это мало. Опять же, если выбирать вот сходу между каким-нибудь там Realme 12 Pro Plus и этим делом, я однозначно говорю Samsung. Realme рядом не валялся. Я бы его даже сравнивать не стал. Вот. Это, кстати, вот интересно, да, из новинок. Тем более сейчас было много обзоров на Realme. Я, наверное, в обзоре и скажу, что смысл, в чем он лучше. У него даже проц хуже. Очуметь. Вот Realme опустились, прикиньте, ценник как у Samsung, и все хуже. Что там про китайцев говорят? Ну, быстрая зарядка у них. Все. Ну, вот телевик у них. Телевик. Ну, дичь. Дичь. Ноут или ПК? Конечно, ПК. Он быстрее всегда. И я за монитора, который больше 30 дюймов. То есть у меня стоит все время вот огромная штука. Если бы была моя квартира, я бы поставил 2 монитора. Я никак не могу выкинуть диван. И квартиру я вряд ли эту куплю когда-то. Но если куплю, то тогда поставлю 2 стола и 2 монитора, как мне удобно. А так, получается, у меня планшет стоит и ноут. Так, стоп. Ой, и и монитор. Шима зарядка только. Ну да. Ну, напишите какому-нибудь администратору культурно, и вас разбанят. Это всегда очень сложно у нас. Я говорю, ну вот в этом-то и смысл, понимаете? Вот те, кто разбирается в сети, они реально вам ответят, что мне как блогеру, вот я конгломерат какой-то стараюсь собрать, и вот он есть и хорошо. Он не для того, чтобы его было прям много людей. В этом-то и смысл. Это не там не вопрос элиты, еще чего-то, а просто вопрос комфорта. Я не знаю, я повернут на комфорте. То есть я захожу в чат и не вижу никакой там дичи просто. Мне этот юмор плоский в топку не нужен. У меня у самого юмор достаточно плоский, а как народ бывает шутит. И все. Ну и опять же, я не хочу потом огребать, чтобы ко мне приходили и рассказывали, что вот мне в чате Пользы.нет посоветовали вот такую-то штуку. Ну окей. Советуйте, но в другом месте. То есть у нас советуют, но, опять же, все время flexible из разряда. Посмотрите здесь, выберите тут. Мне кажется, никто не говорит там, вот OnePlus лучше, Realme лучше, Samsung лучше. Под каждую задачу у каждого есть свое мнение. Просто выражать его довольно сложно. И тем более, да, ссылки нельзя кидать ни на что. Samsung S24, так сказать, играя в игры, смотри с точки зрения повседневной жизни, а не тестов. Что я могу сказать? Хороший смартфон. Они с 21 линейки классные все делают. Зарядка долгая. То есть 21 разряжался прям моментально, и 20-й. 22 уже был норм. 24 и 23 тоже. 22 был не идеальным, но он уже был нормальным. Так мат в чате запрещен. Ты не читал правила? Ты кому?
Меня оскорбление забанили за мат. Но у нас в чате за мат банят. Вы видели, чтобы я там пришел с утра и трехэтажным? И если у меня что-то когда-то и проскользнуло, я потом извиняюсь. И опять же, когда вы бывалый в каком-то компании, в какой-то долго, если там, не знаю, Андрей зайдет или Опоссум, или, не знаю, или Universal, которые там сидят 4 года, и даже Валентин, который послал меня на все буквы алфавита, и проматерятся, ну, как бы я их знаю, они там успокоятся, больше этого делать не будут. Здесь вопрос к уважению к обществу. Допустим, эти люди для общества сделали уже, в моем понимании, очень много, и они могут... Поэтому они админы. И то, что да, то, что людям, которые полезны, разрешено, то людям, которые приходят за чем-то, чтобы что-то получить, они как бы... Но опять же у нас нету. Вас кто-то обматерил там, почему вы ругались? Вы увидели у кого-то там X3 модели BMW или еще что-то. Да, это драконовские методы, но они как раз для того, чтобы регулировать количество людей в чате. Да, обычный блогер бы бился любыми способами и средствами, не знаю, там, трусы на фотках показывая, чтобы у него было в чате больше людей. У меня другая история, все. И поэтому чат живет долго и еще будет, я думаю, долго жить. Вот. Поэтому наши админы редко уходят куда-то. Исключая завтра и Вячеслава, у которого была, скорее всего, функция рабочая, а не по желанию. Не по зову сердца. Самый древний наш админ. Дальше. У самцев зарядка долгая. Китайцы набаловали. Ух ты, ёшки, подождите. Вот сейчас я вот довыделываюсь. Так, класс 2, 3, 4, 5 и... Вот, все, отлично. Какой-то шаман, который очень много быстро жизни забирает. 4, 3, 2, 1, 0. Так. Ну я на него, видите, на атаку не смотрю. Надо было хоть чуть-чуть отходить. Долгих лет и стримов. Виктор, что, это сарказм или к чему? В этот момент ты нажимаешь какую-то заветную кнопку, и мой 30 этаж схлопывается на первый? Ты про это? Донат байт, давай я дойду 6 минут и все донаты прочитаю. Огромное всем спасибо, кто закинул. Poco M6 Pro сам себя не купит. Куплю его я. Ха. Прекрасный защитник. Так, а все мы уже закончили, что ли? Печаль. Ну ладно. Разбираем. Ну да, вот ничего полезного здесь не будет, разумеется. Что у меня нет этой штуки. А разбан можно получить? Сергей, да, напишите админу какому-нибудь и все. Все ж, у меня ж столько чатов. Вы посмотрите, у меня чат мой личный есть ТГ. Если вы где-то забанены, приходите в личный ТГ и там спрашиваете, чтобы разбанили. Новый легендарный. Твердить. Ничего. Большое. Не знаю, кто привык к маленьким смартам. Это прямо габаритный смартфон. Вот для примера еще раз покажу вам. Хотя, опять же, надо с Poco F3 сравнивать, потому что они прям такие штатные все. Вот Poco F3 шире, выше, но уже. Значительно. Видите? Такой вытянутый. А этот за счет того, что широкий, вот эта вот штуковина, типа блямбы, довольно странно ощущается в руке. Но чуть-чуть большим. Вот ощущается он чуть-чуть широким. Из-за как раз вот этой грани. Не знаю, миллиметров бы 5 меньше, и он бы ощущался, как все другие смарты. А так у него, конечно, специфика конкретная. Первый нам будешь обозревать чип в голове. Я не буду обозревать чип в голове. Ну, 99%, что это будет совсем не скоро. И это не горе. Я говорю, это так же, как, вот моя рефлексия, но я с ней делюсь в чатах. Я не хочу делать шорты. То есть я их делаю периодически там на распаковку, и я, опять же, это подлая мысль. Я не хочу сокращать и упрощать свой контент. И, опять же, стримы – это усложнение контента, как вы прекрасно понимаете. Я надеюсь, что, опять же, вы поставите лайк и подпишитесь на подобную штуку. Почему? Потому что все сейчас идут по пути проще. Миллионы просмотров и т.д. и т.п. Я иду по непопулярному пути, который, возможно, уже загнется.
Ну, как бы, я вам скажу, что у меня конверсия, именно подписки, знаете, где самая высокая? Первое, это рекламные обзоры Текно и Infinix, и Intel. А второе, это там, где я делаю топ-10 причин купить. Все. То есть вот все, что нужно, людям нужно. А какой-нибудь там ролик с обзором на час смартфона, на час реально, там, со 100 тысячами просмотров будет там, 16 человек подписчиков. Телефон нагрелся? Не сильно. Я вам Антуту включу. 2 минуты, подождите. Перешел по ссылке в тот чат. Я разбанен, хоть и не писал админом. Значит, вы не были забанены. Вот и все. Капец, толстым кажется смарт. Так он и есть толстый. Почему он кажется? Если бы он не был толстым, то можно было бы сказать, что он кажется. Но он толстый. Ух ты, ёшки, как он конкретно-то долбит. Так, 2 минуты. Universal Rus, а если часто забанены, могут разбанить? Думаю, нет. Там все зависит от того, каким образом вы ушли, в каком формате. Если вы поругались с админом, то вряд ли. Потому что админы у нас сидят годами. Это комьюнити, как скамейка у дома, понимаете? Ну или, не знаю, как двор, наш двор. Маленький, но наш. И полезный. Мне, во всяком случае. Я думаю, еще кому-то точно полезный. Даже вам, если вы спрашиваете сейчас. Такая какая-то штуковина странная, да? Между этих чумных. Ёшки. Ага, зря я пробежался. Куда? Надо было там все набрать. Так, все, понеслась. Я точно помню, был забанен. Вряд ли вас разбанили, если вы были забанены. Валентин не захотел быть админом, вот и все. Видите, какие уже прям внутренние склоки у нас пошли обсуждения. Тук, ёшки, ёшки. Так, надо вот эти вот штуки убрать. Они чуть-чуть урона приносят, но... Ох ты, ёшки. И жизни вот здесь взять. А, ну все. Не все. Еще 34 тысячи. 15. Серега, сиди, не пались, теперь ты в засаде. Какой Серега? Вы думаете, Серегу... Вы имеете в виду Вячеслава или Серегу, или кого? Так. Ну все, прекрасно, защитник. Прекрасно. 21 минута. И было 84. То есть 12%. Интриги расследования. Да, ну уже каналу 6 лет, что вы хотите. Своих интриг и расследований хватает. Так, по яркости ничего не поменялось, по температуре. Ну, чуть-чуть ручки вспотели, чуть-чуть. Почему? Потому что 40 и 36 температура, но это мелочи жизни, согласитесь. На каких игрушках будешь гонять? По старинке? Ну, пока да. Пока вот то, что у меня есть. Можно Genshin 15 минут, потом New State. Нет, я пока хочу в New State поиграть. Пельмени есть не... вы издеваетесь? Я есть так хочу.
Что значит пельмени есть? Ну что за что за люди, а? Видите, у меня написано, пора размяться. Главное не забыть разыграть смартфоны, разыграть Mi Band. Админы хорошие в чате, всегда отвечали. О, да что, все, давайте тему с баном закончим. Все, кто хочет разбанены, кто не хочет разбаниться, через мой чат можете разбаниться. У нас благо добрых много. Просто я говорю, мне знаете, сколько людей в личку пишет, я примерно представляю даже, да, даже по работе. Вот, говорю, вам кажется, что вы общаетесь культурно, но очень часто вы ошибаетесь. Вот все, что я могу сказать. Очень многие. Так, выставлять он дает все. Хорошо. Яркость давайте, кстати, не проверил я. Яркость я не проверил же? Нет. Кто ж там назвал Redmi? Да, он сбросил яркость, видите? Ждем. 500 люксов. Чуть-чуть вернет. А по поводу, кстати, блогинга. Ну вот пока он возвращает яркость свою. Плохое и хорошее, интересное. Сегодня только опять чуваки с пыликов писали. Ну, реально хотят места в топе. То есть, повторяюсь, места в топе не продаются у меня на канале. И если вы думаете, что это сложно, ну вот даже с точки зрения, окей, вы какой-то другой блогер, а я думаю, что меня хватает, чтобы кто-то смотрел, ну, прикиньте, вы же мне можете в личку написать и попросить, чтобы какой-нибудь медиахолдинг написал или еще кто-то. То есть в топах у меня вот пишут, что типа ты ругаешь это, а потом в топе, ну потому что я все ругаю. Вот, это сразу вам отвечаю. И места в топах не продаются. Топы по заказу не делаются. Какие я там делаю топы? Xiaomi-шные, Realme, Anker. Почему? Потому что они интересны мне и интересны людям. Из яблок топ не сделаешь, у них там их просто нет, 10 моделей. 12 Pro Plus. Я к конторе Realme в российском сегменте отношусь крайне негативно. Я считаю, что их рекламные кампании дискредитируют Realme как таковой. Их ценовая политика дискредитирует Realme как таковой и BBK. Их блокировки китайских смартфонов дискредитируют бренд Realme и BBK. Все. И даже вот эти вот обзоры, то, что они там у розетки докупили, у Wylsacom, и еще там чертова туча их вышло. И при том, заметьте, они уже их продают. Я посмотрел, у меня глобалка прошел месяц, то есть я ее купил, она мне пришла, я сделал обзор, и только через месяц они выгрузили. Ну, что какой-то бред. Ну, вы понимаете, о чем я? То есть старт продаж был, я на старте продаж купил глобалку Realme 12 Pro Plus, сделал обзоры, и от этого прошел месяц. Или лыжи не едут, или я не там, не то понял. Рекламный топ. Не, ну, чтобы сделать рекламный топ, должны быть рекламных 10 вещей. Я даже думать об этом не хочу. Мне просто тупо жалко времени. Не так норм. Так, как работа сканера отпечатка? Норм. Все относительно. Так, к чему это все? К тому, что сейчас я про дисплей проверю. Вы же видели, что я его разблокирую пальцем? Точнее, не разблокирую. Графический ключ у меня. Саня, что думаешь о биткоине? Цифровая любая штука, чтобы вам не втирали. Ну, как бы я пользуюсь цифрой, но не для... Ну, потому что просто должны быть несколько кошельков. А так это Филькина грамота больше, чем любые бумажные деньги или деньги какого-то государства. Ну, может, там какой-нибудь, не знаю. Я не буду называть государство, еще окажется, что они запрещены. Вот. Плохо отношусь к желанию обмануть всех, потому что чаще всего обманываешь именно себя. Особенно если у тебя есть активы. Земля, недвижка, золото. Все, до свидули. Донаты. Во, спасибо большое. Сейчас я вспомнил. Как раз мы сейчас ответим с вами дружно. Скажем дружно и ответим. Так.
Харли. Саня, привет. У меня коралловый 15 Pro Max. Греется спустя 15 минут. Стоит ли брать ROG Phone 8 или 8 Pro? Или подскажи графон, чтобы играть хотя бы 2-3 часа без кулера. ROG Phone 8. Можно. Все. Про то, что 15 Pro Max вообще не игровое решение, а мне все втирают, что на них все играют. Но я не знаю, на минимальной графике, на минимальной яркости, наверное. Потому что у меня тоже 15 Pro Max, и мы уже пытались гонять его в играх. И все прекрасно помнят, что... Кстати, здесь только 3 отпечатка пальца можно добавлять. Такая вот беда. Сейчас 5 секунд. Ты пытаешься добавить, допустим, еще отпечаток. Все. Я, кстати, здесь не вижу блокировки по лицу. А, все, не-не-не, оно есть. Оно как раз у меня и было. Ну, смотрим. Разблокировка по лицу. Нагибаю. Да, минимальный угол просто нужен. Не знаю, да, вот такой примерно угол. Вот горизонтали, чуть-чуть ты его нагибаешь, и уже под углом он тебя видит. Так, включаем мы PUBG. Только сначала мы проверяем яркость. Я надеюсь, что он уже отдохнул. Как вы думаете, он отдохнул достаточно или нет? Хотя мне кажется, что может и недостаточно. Вот это тогда будет эпичный фейл. 664, все, достаточно. Начать. 78%. Старт. Мы из немногих, кто прет против системы. Главное не останавливаться на достигнутом. Дневник, ничего не понял, но окей. А какой канал рассказывает, что яблоки монтируют современные игры? Звучало неправдоподобно. Как понять монтируют? Спасибо, я играю не на максималках, и он жестко греет. Ну вот так. Сделай чай и бутера как раз. На стриме очень-очень-очень некультурно есть, я считаю. Вот. Пить можно, ну потому что я разговариваю. Плюс еще и ночью. То есть у меня уже час ночи. Но есть очень некультурно. Опять же, у всех может быть свой взгляд. Но я, по-моему, даже вот у нас был, когда в 21 году 8-часовой стрим во время сейла. Я даже тогда не ел. Вы можете не согласиться, опять же. У всех свои критерии. И возможно, что я не то, что выпал. Из меня стример такой себе. Никакой. Кстати, интересно, у кого добавлено отпечатков пальцев, или я только 2 залил из 5 возможных и забил? У меня всегда 5. Ну, здесь 3, возможно. Ты очень неаккуратно читаешь. Валенс, вот так. ЦАП есть? Не знаю. Я не видел нигде в спеках и не знаю, как проверить. Давайте я так буду отвечать. Потому что когда есть ЦАП, обычно это дело рекламируют, правильно? Толик. Да нет, я считаю, что, ну, опять же, стримы это, ну, вот стримы это для души и для розыгрышей. И для пруфов. Ну, для пруфов самая тема. Мукбанг. Что такое мукбанги? Я не знаю, что такое мукбанги.
А, нет, спасибо большое. Видите, как я далек от всего этого? Так, наверное, надо еще раз матч подбирать. Правильно? Новый аэроджет. Надо вообще все выставить. Раз, два, три, четыре. Ага. Ты типа либо так, либо одиночный. Подтвердить. Понеслась. Huawei анонсировала какую-то гармошку. Польза в новостях пару дней назад была новость. Ну да. Что-то звук тихо, уже на полную выкрутил. Ган, ну все, для тебя микро ставлю ближе. Мукбанги. Да ты дичь какая-то. Я уже погуглил. Нет. Есть стримы, где едят на камеру. Виктор Дарк, ну еще раз повторяюсь, у меня очень плохо с юмором. И, соответственно, какой-то из меня плоховатый скоморох выйдет при любом раскладе, поэтому пытаться из себя что-то корчить, мне уже 40 лет. Ну куда? Куда? Там эти 35-летние-то дядьки тоже что-то там пытаются юморить. Это относится к звуку на смарте. Рамзес? Не понял. Почему у Samsung такие отстойные материалы? У многих, у кого видел, да и у меня материалы коцаются даже в чехле. И затираются места, где зарядники и углы. Какой опыт у тебя? У меня опыт только то, что самсы со временем очень быстро разряжаются, и все. Меня прям PUBG этот нервирует. С его вечной поиском, с его вечным. Руслан, все отлично. У вас как? Никита, какой-нибудь одноклассник Xiaomi будет более-менее тонким? Конечно, все. У Xiaomi все одноклассники в это деньги будут тоньше, и уже рамки, и быстрее зарядка, и меньше шим. Биг Сама, давайте не форсить эту тему. Ну, пожалуйста, все, стопорните. Мы ждем новую распродажу на линейку X. Я жду, что мне со старой распродажи линейку X отправят, чтобы я их мог разыграть. Топ-5 вещей, которые тебя шокировали в Юва. Юва? Что такое Юва? Юго-Восточная Азия? Ничего меня не шокирует здесь. Мне кажется, ну это знаете, как люди, которые отслужили 20 лет в вооруженных силах, в цирке не смеются. Вот то же самое, мне кажется, ничего, ну нигде не удивить. Ну вот если бы не было девушек, я бы вам такие истории про алкашей рассказал, что, ну вот такого вы не видели и не слышали даже. Там, когда ты просыпаешься, а у тебя на кухне, на подоконнике не та субстанция, потому что с тобой алкоголик живет. В общежитиях всяких вообще историй бывало. Я думаю, что и у кого-то в молодости, у всех, кто жил с большим количеством людей, точно. Саня, мне Олег просто деньги вернул, неделю не отправляли телефон, а потом просто вернули деньги. Ну, плохо. Донор. Все специфически. Рад, что вам подходит подача, тембр и остальное. Думаю, что стоит рассматривать устройством бюджетом ниже, так как потребности хватит и бюджетников. Povo 5, у него хорошая автономность, а еще Redmi 12. Мы нашли человека, который на серьезных, по-серьезному советует Povo. Tecno. Повторяюсь, Tecno, Intel и Infinix мои любимые, лучшие, единственные партнеры по созданию рекламных роликов. По-моему, я больше никому сейчас не делаю их. Я не советую покупать. Вот такой плохой партнер.
Ни в коем случае. Только если вам их не посылают бесплатно кто-нибудь. Александр, а в этом случае вы их быстро продаете и покупаете себе что-то другое. Женское общежитие, кайф. Кайф. Хорошо. Александр, вы в хорошем общежитии были. Хочу перейти на камерафон. У самого Xiaomi 9T. Решил купить БУ Vivo X90 Pro Plus. Я не советую бэушные смартфоны, тем более прошлогодние, что за год с ними было, вы не знаете и не узнаете. Так, мы будем делать одну катку, потому что искали 5 минут, на больше у меня нервов не хватит. 75% надо было во время того, как он искал, разумеется, лучше. Он нагрелся при том в это время довольно прилично. Очень интересно. Сейчас я Антуту покажу вам. Пока искал, уже нагрелся. 37 и 33. При том ощущение, что он с ракет со спинки. Ну ладно. Уже 500 люксов. То есть он уже сбросил яркость. Ну, то, что это не игровое решение, это 100%. Но, допустим, мы увидели, что на 500 люксах можно 20 минут в Диабло поиграть. И это уже неплохо, и всего 12% он съел. Так, напоминаю, что 75% у нас заряда. Главное, чтобы никто им не скидывал клип с вашими словами. Кому им? Гейминг. Кому? С какими словами? Вы думаете, они меня не смотрят? Я вас умоляю, им вообще все равно. Ну, то есть, как бы, поверьте мне, их интересует только хайп. Ну, то есть, их интересует, чтобы люди посмотрели. У меня что, плохая подача? Нет. Те, кто меня смотрят, да, они поймут, что там сарказм. Ну и что? Я говорю, я не пытаюсь делать зато обзоры, которые похожи на настоящие. Я, кстати, недавно на Realme 12 Pro Plus, вот там, где красят ролики, видел тоже обзор, который а-ля похож на настоящий, но и даже шильдика нет. И при этом розыгрыш. Я говорю, я чумею просто, и народ смотрит, народ реально потом будет покупать. Но я все равно уверен, что есть карма, и поэтому люди болеют, и поэтому еще какие-то проблемы будут. Потому что когда ты выпускаешь рекламу без шильдика, я надеюсь, что этот человек посмотрит, гореть тебе понятно где, с твоими дипломатами бабла. Все равно жизнь все на места расставит. И когда в следующий раз будет 40 температурка и будешь загибаться, помни, из-за чего это. Вот такой вот верящий в карму чувак. Расскажи, пожалуйста, как относишься к пикселю? Как к типам, которые владеют ютубом, и поэтому они везде... А так в них ничего вообще. Вот просто ничего. Процессор дно, экран дно, камера очень даже крутая. Все. Ну, ничего, кроме камеры. Так, а чего я делаю? А я пытаюсь выжить. Не важно, что я там сяду куда-нибудь там не туда. Почему? Потому что мне надо максимально долго побегать на карте. Я, кстати, не переключил. Почему мне никто не напомнил, что у меня морда лица слишком сильно затмевает экран? Анкера все хороши. Соньки, вау. Что понравилось? Безопасность. Ощущение безопасности. То есть ощущение, что мне голову не пробьют от того, что у меня смартфон в руках. Может, отберут, ну, там, в китайских кварталах в Бангкоке, но нет ощущения, что меня там пырнут где-то, или просто потому, что не понравился, долбанут. Либо я не в тех местах жил, вот. Потом что еще понравилось? Что очень много полицейских в штатском везде. Ну, и они, опять же, рассчитаны не на то, чтобы ты там, ну, реально не на противоправные действия. Улыбки. Реально круто. То есть я научился здесь улыбаться. Ну, тебя же никто не спросит. Ну да, у нас это там, ты дурачок или что доколупался, или чего смешного, понятно. Ну а так, а чего грустить? В каких-то моментах, мне кажется, это по причине религии здесь. То есть воспринимать все таким, какое оно есть сегодня и сейчас.
И, не знаю, это философские больше темы. Так, стабильность валюты тема. Прям тема. Посмотрите на тайский бат, что с ним было за последние 20 лет, 25. И поймете, что такое жить стабильно. Ну, притом у них тут ресурсов толком и нет. Вот это смешно. Огромная страна, толком нет ресурсов, самый там низкий процент по желающим учиться, а валюта национальная стабильна. У нас как она прыгала, там вообще просто какой-то... Такое ощущение, что у нас вообще ничего нету, и ну, не будем. В общем, есть с чем сравнивать мне, и все. Очень социально ориентированы все, очень много добровольцев, что у полиции, что там раздачи еды, очень много. Могу ли я порекомендовать переезд? Нет. Я могу порекомендовать поехать куда-то отдыхать. Иногда, может быть, там на зимовать где-то, пробовать. Но переезд я не рекомендую ни в коем случае. Что лучше, чем дома, только дома. Это без сарказма. И я не про березки или еще какую-то тему, потому что я очень далек от вот этого вот романтизма. Воздух везде одинаковый, как это называется? Березки везде одинаковые, Кока-кола тоже, интернет тоже. Разные очень часто условия и перспективы. И вот эта вот тема с нашей доставкой, банковской системой, еще многими штуками, я повторяю, что это просто после этого комфорта что угодно кажется каким-то таким, что доставки, такси, вот все, что касается более-менее интернета, на 550 тысяч шагов. Госуслуги, еще что-то. Все смеются, типа, это все там ха-ха-ха. Нет, нет, это не ха-ха-ха, это прям нереально экономит время, силы, средства и обезопашивает тебя в очень большом количестве вещей. Вот. Услышал рекомендацию. Ну, зимовать можно, повторяюсь, если смотря в каком вы регионе живете. Если вы в Сочи живете, зачем вам где-то зимовать? Что думаешь про яблоко? Ну, где оно сдувается? Цифры посмотрите. Сдувается у кого? У тех, кто обзоры на Realme делает. Вот все, наверное. Ну, для игроков я считаю, что это лабутень, конечно. Наверное, да. Не-не-не, Realme они просто решили, что они потратятся на миллионных блогеров, спишут еще несколько десятков миллионов и типа продадут и так. People съест. Полноразмерные наушники с IP68, я таких не знаю. Напишите, если кто-то в курсе. Так, вот это вот вторая запрещенная сеть Никита, если что. А на чем он... Ну, а подождите, а в чем они проигрывают? В скорости зарядки все. А Dark нет, я про с приложением, проблемы с приложением. Можете написать, у кого еще. У кого в приложении AliExpress телефон начал греться сильно. По поводу нужен смарт, ну, либо в чате можно спрашивать, либо... Опять же, да, у меня, ну, не сейчас. Либо у меня то посмотреть. Ничего ж себе, он прям оттуда долбит.
Извините за зевание. Очень некультурно с моей стороны, но рубит. Насыщенный денек. Очень. Как и все последние много насыщенных деньков. Опа. Еще один бот. 53 FPS. Ну, с FPS все печально, но играть можно, кстати. Но я не прям Realme, а я тебя и подписчиков. Хорошо. ATH. Ну, аудиотехника хорошая, наушники. У них брака много, и они простенькие. Я вот думаю, ну, сунтовские часики. Через суд отменять пошлину. Ну, там же вроде, по-моему, указано эквивалент в рублях. Вы все прочитали? Мне кажется, вы не все прочитали. Александр Феникс, так это ж хорошо. Ну да, иногда умнеть не особо кайфово, потому что так ты понимаешь, что у тебя не особо выбор. И да, достаточно просто не договорить, либо как-то... Ну, я говорю, как про Realme 12 Pro Plus. Достаточно для игр. Это просто днище. Днище худшее, чем Samsung A54. И, ну, получается, люди просто один большой кусок врут. Ну, один большой кусок прям врут, потому что для игр Realme никакой. Кстати, мне кажется, что Samsung очень сильно сбросил яркость. Конечно, тут ночь, но есть у меня такое ощущение. Так, все окей, мне надо лечь и апгрейдить пушку. И еще заказать апгрейд пушки. Опа! Смотрите, как по мне лупят. Сенсор довольно странный, если честно. Но мне кажется, это он уже нагрелся, а так он был получше. Что ж тут бота, да? Раз. Заказать. Доброго стрима, Максим, вам тоже. Всем огромное спасибо, что пришли. Может быть, после этого мы еще и поиграем в Гену, но минут 15. Потом розыгрыш Poco M6 Pro, и потом розыгрыш будет Mi Band 6. 5 штук. Mi Band 8. Старость не в радость. Мне так не нравится, что вот эта вот штука прямо здесь висит, когда ты ее заказываешь. Не, PUBG, я играю в те, которые мне нравятся. Вы думаете, что PUBG New State, ну и плюс... Во что бы я залипал? Как его? В Гену мне уже не интересно. В Диабло интересно. В PUBG интересно. Вы думаете, что есть возможность 40 лет играть, и когда тебе не в кайф, я бы тогда стримы не делал. Помню, показывал на канале охлаждение для телефона. Попробовал, как работает. Да, на айфоне. Но там у меня на магнитной зарядке. И с беспроводной зарядкой сразу. Жидкостное охлаждение на OnePlus. Кстати, а где у меня? Вот оно, зарядник. Какой самый интересный смарт именно для меня? Вот как тебе попасть? Мне очень нравятся OnePlus. Я не скажу, что они мне интересны. Но мне они реально нравятся. Nothing был прикольным. Ни о чем, очень дорого, но тоже норм. Его, кстати, у Перекупа сразу купили. Вообще сразу, в тот же день. Вот в возрасте был вопрос, спасибо. Опять мне накидывают, что я древний. Самый древний техноблогер Ютуба. Хотя там есть еще, но их не так и много.
Тошик Ван, здорово. Не забываем прожать лайк, кто добежал до стрима. Всем за лайки безумно благодарен. Так. Бот не бот, а потом отвлечет от реального игрока, да? Какая-то музыка странная, конечно, лучше, чем А54. Ну, интереснее он. Интереснее. Разумеется, не игровой. Фоткает он классно. Вы можете посмотреть исходники уже в телеге. Там можете и с Samsung S24 сами сравнить. Вот. Опа. Там кто-то бегает. Опа. Яркость хорошо померю. Я говорил вам, что у меня есть ощущение, что сбросилось. Но чуть-чуть позже. Или сейчас померить. Наверное, сейчас померю. Может быть, еще ниже будет. Благо, есть время. Да, 340 люксов. Вообще печально. 347, 350 люксов. Но это не 250, как на айфоне, но все равно очень плохо. О, прям срезало. Не вижу. А вон он, наверное. Оттуда стреляют. Откуда? Мне кажется, здесь одни боты. Может, парочку живых есть. Основная масса бота. Так. Опа. Там прямо они зарубаются. Опа. Да, бот. Иначе бы уже убил бы. Все. 18 минут нам хватило. 67 было 74, правильно? У нас еще есть до 19. 19 минут все-таки. Сейчас еще побегаем, постреляем. Будем ждать, когда остынет, или уже выводы делаем? Геншин, разумеется, не для него это точно. То есть вот прям 100%, потому что когда он в PUBG показывает 340 люксов, смысл в Гену гонять нулевой просто. Просто нулевой. И уже залипает сенсор. Прям залипает. Так, 67. Было 74, 8 можно на 9. 27% в час. 27% в час. Ну что, розыгрыш или еще Гену погоняем? Плюсики, если розыгрыш.
Серега, это уже все, момент упущен. Да какой Валенс? 300 с лишним люксов. Ну чего от него хотеть? То есть ему уже плохо. Ему в PUBG плохо. 20 минут в PUBG ему плохо. Никаких там, разумеется, 90 FPS нет. И 340 люксов. Ну давайте ждать, когда он остынет, чтобы он сколько там, 600 показал нам, а потом мы что-то пытались. Ну, я вас умоляю. Так, я сейчас единственное поменяю аккумулятор на камере. Потому что ему уже все. Биг Сама, ну погоняем еще, что мы будем? У меня много просто смартов идет, интересно. И сейчас 5 секунд. И вот их мне будет интересно гонять. S23 плюс у меня есть и на снэпе S24. И еще много всего. Я, кстати, хотел S24 на снэпе погонять для как раз стрима этого с розыгрышем. А потом подумал, что А55 будет интереснее. Тем более с S24 я ему... Да что ж, Снуби, я не знаю, почему Снуби миниатюра, друзья. Ну вот не в курсе я. Не в курсе. Так, ага. Ниты и люксы — это яркость. Яркость. У флагманов сейчас 1000. Да, не будем мучить Гену. Не будем мучить Гену и врубаем розыгрыш. Начнем с мибендов, пожалуйста. Потому что в противном случае это все будет долго и мучительно. Что у нас было в марте? Сколько дней, по-моему? 31. То есть ролики в марте. 20 числа было 2. 21-го 2. 5-го 2. И все. То есть один из 34. 2, 2, 2. Ну, если даже из 33, неважно. Генерируем. Второй. Видите, при любом раскладе второй ролик. Второй ролик это 2 марта был. Xiaomi Redmi Watch 4 Global. Вставляем изменить видео. Врубаем Lisa on Air сюда. Giveaway. И лупим в поисках победителей 5. Старт. 322 комментария всего. А серия чуда не случилось. Ну, вот так, зато рамка металлическая, видите? Mi Band 7 Pro очень годный. Сам. Отлично. Смотрим. Ага. Очень классно, но, к сожалению, Соня, я не вижу ваших подписок. И, подождите, а у меня показано, что подписка есть. А что мы будем делать? На лайве искать будем Соню? Или подписки должны быть открыты? Пишите. Супруга не отпускает. Правильно делает. А почему ты без нее поедешь? Алексей Кошмар. Кошман. То же самое. 2. Может быть, хватит тогда этой подписки? Уже потом будем делать что-то еще. Потому что мне кажется, что это какой-то с Ютубом тема. Нина Приз. Отдаем. Тогда отдаем. Давайте плюсики отдаем. Подписка-то есть на основной канал. Отдаем. 4. Потому что я не вижу подписок. Вот подписки у одного только. Но если отдаем, то всем. Отдаю всем тогда. Не буду тогда. 4 это последний, тем более розыгрыш мибендов 6. Тем более, все. Вот они, 5 победителей. Дмитрий Коломанцев, Сергей
Артем Сергиенко, Нина Приз и Алексей Кашман и Соня Джой. Вот это 5 человек, которым повезло стать победителями ми-бендов. Теперь сложный момент. В чем? Я буду проверять просто человека, который подписан ли на мою телегу скидок или нет. Следующий обзор на Xiaomi 14 Ultra. И уже у нас здесь 1000 комментариев. Это Мупоко M6 Pro. Там мастерской. Ну, Universal. Ну, перестань ты, один раз последний. Мы уже будем потом смартфона разыгрывать. Вот смартфон будем уже проверять в телеге. Вот. Я сейчас очумею просто искать. Да, да как-то YouTube сейчас закрыл подписки. Мне многие жаловались, даже администраторы. Так. Список подписок скрыт. Но, разумеется, вот, подписка. Подписка. Смотрим в описании канала. Закрыто описание канала. Соответственно, если описания канала нет, то человек в розыгрыше не участвует. Список подписок скрыт. Юзер, вы бы могли быть победителем. Да ладно. Это человек очумеет. Это мой администратор, по-моему. Может и нет. Подписки открыты. И Бэтком Алекс. Стоп, а где у него? Серьезно? Алекс. А где у тебя телега указана? Алекс. Кузя. Мне кажется, над тобой будут издеваться. Гоу выиграть. Гениально. Список скрыт. Ну, участвовать надо было написать. Видите, как сложно? Нет. 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 Нет подписки. Нет. Скрыт. Скрыт. Ну, там потом, по-моему, надо было участвовать. Алекс Бэтком. Ну, вот что за лабутень? Бэтком. Ну, слов нет. Здесь тоже нет в описании, нет телеги. Не хотелось смотреть выпуск по девизам «Чего я не могу знать». Повторюсь. Вы ощущаете, как сложно? Список скрыт. Классное видео. Ну, момент истины, Яша. Момент, как говорится, истины. Есть. Есть. Сейчас я скрин сделаю. Я сразу скрин сделаю в свою личную телегу, чтобы не подумали, что это гон. Хорошо. Сейчас, подождите. Но это уже интересно, смарт. Согласитесь? Яша. Сейчас я Яша напишу. А как мне ему написать, кстати? Сейчас 5 секунд. Так, ну все, сейчас я переключусь, подождите 5 секунд. Весь интерес прошел, правда? Ну, норм. Мне даже понравилось.
Надо больше делать розыгрышей, да? Не забываем прожать лайк, порадоваться за победителей. Ну да, относительно быстро. Ну, Бэтком Алекс, ты, конечно, просто вот... Вот вам яркий пример. Администратор. Лень участвовать в розыгрыше. Комменты оставляет. Огромное спасибо. Рута, мы не для зрителей в онлайне это делаем. В онлайне приходят люди, которые хотят с другими людьми по интересам пообщаться. Потом придут люди, которым интересна железка как таковая. Будут смотреть все это дело в записи. Не хочу бигсаму. У меня 2 часа ночи почти. Мне еще делать обзор. Конкурсы конкурсами. Главное, что тамада интересный. Донор. То есть вы меня теперь тамадой назвали. Хорошо. Я не считаю, что это оскорбительно. Еще раз огромное спасибо всем, кто пришел. Донор, Universal, особая Максим, XCWQE, Тошик One. Патриот, Лех Сно, Ник Норк, Джерри, Виктор Чо. Опять же, считайте, что это рандом, насколько я глупый. Там где-то описание должно быть, если человек не написал и участвовал в розыгрыше. Раньше была просто вкладка. Валенс Рута, ну, для меня не спокойно, я где-то в 6 утра лягу, но мне все равно надо что-то делать, как и вам. Всем огромное спасибо, что пришли. Самс А55 это про камеры, и про влагозащиту, и про очень крепкий корпус. Я повторяю, что так как он у меня летел, я очень рад и удивлен, что он у меня выжил. Девайсу от меня будет да или нет, узнаете в обзоре. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Мика, Максим, Роман, Патриот, Александр, Константин, Ник Либра, Матраскин, Жоя, Евгений. Приходите, да я думаю, я скоро уже буду еще что-нибудь жарить, типа S24+, или... у меня много всего. Опов, смарты. Добра и удачи вам.